you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые триблидные внутриканальные наушники от компании Queen of Audio стоимостью $79. И приходят они в большой по габаритам коробке с приятным оформлением, где тут на лицевой части имеется логотип компании и было указано название этой модели Bijou. А вот тут сзади имеется график частотной характеристики и были указаны технические характеристики этих наушников. И за звук в них отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с алмазной диафрагмой, один арматурный излучатель и один запатентованный драйвер костной проводимости диаметром 7 мм. Но чувствительность составляет 100 дБ и они получили сопротивление 26 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Небольшая инструкция по использованию наушников, фирменный кейс для хранения наушников и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно небольшие и были выполнены полностью из синей смолы с приятным оформлением лицевых панелей, где еще было указано название этой модели. Но вот здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а тут рядом имеется единственное отверстие для компенсации, которое отлично справляется со своей задачей. Ну а поскольку внутренняя часть у них довольно прозрачная, то вы можете здесь легко рассмотреть все используемые излучатели, как динамический драйвер, так и арматурный драйвер и драйвер костной проводимости, который влияет по большей части лишь только на звуковую сцену. Ну а звуковой тут имеет длину около 5 мм, диаметр 6 мм, а еще он получил слегка выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной сеточкой. Ну а поскольку эти наушники очень небольшие, то и сидят в ушах они отлично и обеспечивают довольно плотную и комфортную посадку с хорошей звукоизоляцией. И радует, что если смотреть на них, например, со стороны, то они не очень-то и сильно торчат из ушей. Да и их комплектный кабель, к моему удивлению, у них вполне нормального качества. Он удобен, не особо как-то путается и не имеет микрофонного эффекта. Поэтому его можно будет без каких-либо проблем сразу использовать с этими наушниками. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Queen of Audio Bijou. И первое, что мы здесь видим сразу, это очень уверенное усиление низких частот на 10 дБ с довольно плавным переходом к области нижней середины, с небольшим ее уплотнением. А вот усиление в области верхней середины, ребята, здесь будет выполнено явно чуть больше, чем на моем таргете, что, конечно, при прослушивании сразу явно подчеркивает вокал и делает подачу у этих наушников очень энергичной и насыщенной. И я должен отметить, что на мой вкус в некоторых треках этот диапазон прям очень явно забирает на себя внимание, чем мне бы хотелось, как фанату уже более нейтральных наушников. Но зато вот любители той самой энергичной Harman подачи здесь будут точно довольны. А вот высокие частоты здесь безусловно не будут бить каких-то рекордов по своей продолжительности, поскольку они начинают плавно затухать уже после 8 кГц, что в целом, наверное, нормально для этой стоимости. Но тем не менее, ребята, я встречал результаты точно куда получше, поэтому огромной прозрачности и воздушности здесь ждать точно не приходится. Ну, в общем, давайте обсудим, что же в итоге мы получаем на практике. Низкие частоты ощущаются достаточно глубокими и увесистыми и сразу дают понять, что подача здесь была сделана с акцентом на комфортную музыкальность. Бас уходит довольно уверенно вниз, добавляя звучанию глубины и некоторого объема, и вместе с этим создает то самое приятное ощущение массы в нижнем регистре, из-за чего звук в этих наушниках сразу воспринимается более насыщенным и наполненным. А вот мидбас подается прям достаточно панчево, с хорошим весом
весом самого удара, плотным телом и приятной такой некоторой округлостью. При этом я отмечу, что атака здесь точно не самая быстрая, потому что бас здесь в сравнении уже с куда более техничными моделями, например, как те же Queen of Audio, Matador, подается более спокойно и чуть так мягче по своему характеру, то есть без какого-то там стремления в какую-то резкость или излишнюю мониторную собранность. И за счет этого низкие частоты воспринимаются так очень цельно и плавно и без каких-то явных резких акцентов. И как такая, знаете, единая и плотная основа, которая просто уверенно держит на себе всю подачу. И вместе с этим бас точно не пытается уйти в аналитику, и он точно будет не про максимальную прозрачность, а больше про тепло и аналоговый, но не самый текстурный характер. Благодаря чему бас звучит именно так мягко, немного атмосферно и расслабленно, при этом сохраняя нормальный вес и уверенное присутствие в миксе. В общем, низкие частоты в этих наушниках получились глубокими, плотными и достаточно выразительными, с небольшой физичностью, с хорошим саббасовым фундаментом и панчевым мидбасом, но при этом с более спокойной подачей, где на первый план выходит не безумнейшая какая-то там техничность или аналитика всех мельчайших текстур, а именно комфорт, насыщенность и просто общее удовольствие от прослушивания. А вот средние частоты получились очень насыщенными и довольно теплыми по своему характеру, но при этом в них хватает энергии и хорошей эмоциональной подачи, из-за чего середина воспринимается такой очень живой и вовлекающей. И первое, на что сразу прям обращаешь внимание, это вокал, потому что он здесь, ребята, подается очень близко и заметно выходит вперед, довольно активно перетягивая все внимание на себя. При этом вокал сам по себе звучит плотно, выразительно и очень насыщенно, будь это женский или мужской, с хорошей такой наполненностью в нижней середине, за счет чего голоса ощущаются как бы крупнее и эмоциональнее. Но все же временами, на мой вкус, вокальная подача здесь излишне акцентированная и в некоторых треках может чуть сильнее доминировать в общей картине, чем лично мне бы хотелось. Но вместе с этим именно такой характер и делает середину такой очень цепляющей, потому что она звучит прям ярко в эмоциональном плане, энергично и с хорошим драйвом, без ощущения какой-то там сухости или мониторной отстраненности. Да и инструменты за счет этого подаются прям плотно и насыщенно, и с приятной некоторой теплотой в тембре. Поэтому середина воспринимается не какой-то там тонкой или излишне облегченной, а наоборот прям реально мясистой и наполненной. И за счет этого вся подача в среднем диапазоне ощущается такой музыкальной, слегка выделенной вперед, но при этом живой и выразительной. И если вам реально нравится такая более насыщенная, драйвовая и эмоциональная середина с близким вокалом и хорошей энергетикой, то эти наушники в этом плане точно смогут вас порадовать. А вот высокие частоты получились уже достаточно спокойными и заметно притемненными по своему характеру. И за счет этого эти наушники слушаются комфортно, без какой-либо резкости, лишней яркости или утомляющего акцента в верхнем диапазоне. То есть вверх, ребята, здесь подается прям мягко и сглаженно. Поэтому тарелки, перкуссия, различные какие-то высокочастотные нюансы звучат в них очень аккуратно и ненавязчиво, точно не выбиваясь вперед и не перетягивая все внимание на себя. И вместе с этим высокие частоты здесь будут точно не про какую-то там повышенную детальность или техничность, поскольку у них вообще нету стремления максимально подсветить все микронюансы, добавить побольше звона или подчеркнуть послезвучие, как это бывает в более ярких и реально аналитичных моделях. А наоборот, здесь подача ощущается такой более расслабленной и безопасной, с акцентом именно на комфортное и длительное прослушивание. Но, как вы понимаете, из-за этого временами им все же не хватает открытости и воздуха. И мне бы определенно хотелось бы получить тут куда больше прозрачности, больше легкости и более проработанных мелких послезвучий. Особенно если сравнивать эти наушники с некоторыми конкурентами в этом ценовом сегменте. Причем даже некоторые чисто динамические бюджетные модели в этом плане будут лучше. И вот тут, согласитесь, есть о чем подумать. Да, конечно, с точки зрения комфорта к высоким частотам у меня нету каких-то особых вопросов, но именно в плане разрешения, воздуха и общей открытости с техничностью это, как
как по мне, и есть наиболее слабое место данной модели. Но что касается звуковой сцены, то она здесь ощущается довольно компактной и достаточно собранной по своему характеру, то есть без попытки создать какую-то излишне широкую или искусственно растянутую подачу. При этом она воспринимается вполне комфортной и цельной, с понятным позиционированием инструментов и довольно аккуратным распределением образов внутри пространства за счет использования того самого 7-мм драйвера костной проводимости. Но при этом сама сцена не кажется вам какой-то сверхзажатой или тесной, потому что у нее просто есть приятная цельность и хороший общий баланс, благодаря чему музыка воспринимается уже более естественно и без ощущения какой-то перегруженности. И вместе с этим локализация здесь вполне достойная для этого бюджета, поскольку источники в пространстве считываются достаточно понятно, инструменты тут не сваливаются в одну массу и сохраняют вполне читаемое положение в миксе, поэтому ориентироваться внутри композиции можно довольно комфортно. Но, конечно, без каких-то, ребята, откровений, поскольку это точно не тот случай, где сцена удивляет вас каким-то безумным масштабом, глубиной или там какой-то сверхточной прорисовкой пространства, как у реально топовых моделей. В общем, ребята, здесь все было сделано с упором на комфорт и цельность общей подачи, где сцена воспринимается приятной, аккуратной и собранной. Да, не самой широкой, не самой воздушной, но вполне такой гармоничной, с неплохой локализацией и понятным построением пространства, без попытки прыгнуть выше своего класса. Ну а вывод у меня получился таков. Queen of Audio Bejo — это трибридные наушники с упором в первую очередь на комфортную, теплую, насыщенную и музыкальную, и в некоторой степени аналоговую подачу с хорошим драйвом и насыщением, где ставка была сделана не на какую-то максимальную техничность или аналитичность с безумнейшей детализацией, а именно на плотность, эмоциональность и просто удовольствие от прослушивания. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами как всегда был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.